Здравствуйте, добро пожаловать на канал About Animals. Семья пожилого лесника жила у самого леса. Вместе с мужчиной проживала дочь со своим мужем и маленьким сынишкой. В тот день пожилой человек отправился в глухую чащу за черникой, потому что там была самая крупная ягода. После долгого хождения по лесу он вышел на поляну, где черники было видимо-невидимо. Мужчина присел на корточки и начал собирать ягоду ковшом, который сделал сам. Сбор черники так увлек мужчину, что он и не заметил, как оказался возле большой ямы. Из нее доносилось свирепое рычание. Это медведь дал знать о себе, предупреждая, что человек вторгся в его владение. Лесник не испугался, потому что всегда носил оружие. Раздался предупредительный выстрел в воздух, но медведь не испугался. Он продолжал смотреть на человека. Уходить лесной зверь не собирался. Мужчина быстро догадался, в чем дело. Маленький медвежонок лежал на земле, угодив в капкан. Медведица находилась рядом, но не могла ничем помочь своему детенышу. Лесник быстро освободил медвежонка, а потом поспешил скрыться в лесу, так как разъяренная медведица может быть очень опасна. Он быстро пошел по лесу, а когда выбрался из глухой чащи, побежал, что было силы. Подойдя к самому краю леса, человек оглянулся. Всю дорогу он чувствовал, что за ним кто-то идет. И сейчас заметил медведицу, которая стояла за деревом и смотрела ему вслед. В этот момент она напомнила леснику благодарную мать, которая взглядом говорит спасибо тому, кто освободил ее малыша из капкана. Прошел год. Лесник находился дома в ожидании. Его дочь, зять и внук уехали в город по делам и должны были вернуться. Однако время шло, а родные задерживались, мужчина заволновался. Он переживал из-за того, что дочь должна была вот-вот родить. В этот момент к нему в избу забежал сосед и сообщил: в поселок пришел медведь. Он что-то носит окровавленное в зубах. Лесник сразу же выскочил на улицу. Там уже собрались жители поселка. Они стреляли в воздух, пытаясь таким образом испугать животное. Как только зверь увидел лесника, подошел ближе и оставил на земле красный сверток, а сам направился к лесу. Мужчина сразу догадался, что это та самая медведица, с которой он успел познакомиться в прошлом году. Лесник подошел к свертку и не поверил своим глазам. Это было платье его дочери, в нем лежал новорожденный малыш. Мужчина попросил соседей посмотреть за ребенком, а сам пошел вслед за медведем. Животное привело лесника к заброшенному мосту. Одна часть обрушилась, по-видимому, кто-то пытался перейти его. Лесник посмотрел вниз и увидел на камнях свою дочь, ее мужа и внука. Вероятно, они пошли по мосту и, когда он рухнул, упали прямо на камни. Позже дочь рассказала, что у нее начал сильно болеть низ живота, а потом она увидела рядом с собой медведя. К счастью, лесник подоспел вовремя, и все его родные были спасены. Так медведица отблагодарила лесника за спасение своего детеныша. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.